История оптимистического канала «Дождь» уникальна даже по меркам российского телевидения, которое вот уже 20 лет гораздо больше, чем просто телевидение. История «Дождя» — это череда сплошных загадок, укутанных тайной и спрятанных в секрет. Причем загадки эти начинаются с самого рождения канала, который был создан не кем-нибудь, а якобы разорившимся банкиром Александром Винокуровым, который после продажи своего несчастного обанкротившегося банка «Кит Финанс» за $1 вдруг в одночасье превратился в медиамагната. Откуда у неудачливого бизнесмена деньги на осуществление розовой мечты детства — создания собственного телевидения? Точно неизвестно. Но кредит, который получил банк «Кит Финанс» от государства по распоряжению тогдашнего главы Минфина, оказался выделен подозрительно вовремя. Как мы знаем, 135-миллиардный кредит «Кит Финанс» так и не спас. Но зато в России появился новый, продвинутый и уникальный телевизионный канал. Насчет качества контента существуют разные точки зрения. Если же взять финансовые показатели, то уникальность тут просто зашкаливает. С каким результатом заканчивал «Дождь» свою деятельность на протяжении ряда лет, начиная с 2009 года, когда была получена лицензия на вещание? 2009 год. Убыток 750 миллионов рублей. 2010 год. Убыток 955 миллионов рублей. 2011 год. Убыток 539 миллионов рублей. 2012 год. Убыток 728 миллионов рублей. По 2013 году открытой бухгалтерии нет, но, по словам генерального директора канала Натальи Синдеевой, он был тоже убыточным. Как планово-убыточным должен был стать и непременно станет и текущий 2014 год. Итак, «Дождь» ни одной минуты в своей недолгой жизни не был прибыльным предприятием. Так за чей же счет продолжается этот многолетний банкет? Официальная версия «Дождя» за счет щедрости его собственника, который вложил в развитие канала личные $40 миллионов, которые остались у него после продажи «Кит Финанс» за $1. По признанию самого Винокурова, содержание «Дождя» в год без излишеств с минимальным набором новых проектов стоит $17 миллионов. За 5 лет эта сумма составит 85 миллионов. Но это только операционные расходы, в которые не включены затраты на запуск канала и первичную дистрибуцию. Иначе говоря, Винокурову «Дождь» без учета первого полугодия 2014-го уже обошелся в $100 миллионов. Откуда такие деньги? Часть средств удалось сэкономить за счет странной политики повышенной благожелательности к каналу. Так, например, стоимость аренды площадей в корпусах бывшей фабрики «Красный Октябрь» для канала составляет 9 тысяч рублей, в то время как другие арендаторы платят в том же здании по 15 тысяч рублей за квадратный метр. Аналогично и с подключением к кабельным сетям. Неофициальная цена попадания в пакет у одного из главных операторов кабельного вещания составляет до 10 миллионов рублей. «Дождь», который в 2011 году чудесным образом появился в пакетах у всех ведущих кабельных операторов, не заплатил за это подключение ни копейки. Впрочем, руководство телеканала сходу отметает все подозрения и на вопрос об источниках финансирования бодро отвечает, что оно происходит за счет платной подписки и рекламы. Если верить отчетам «Дождя», то с его потенциальной аудиторией дело обстоит более чем превосходно. Технический охват канала, благодаря присутствию в основных кабельных сетях, составляет 17,5 миллионов домохозяйств, а количество просмотров сайта приближается к 24 миллионам. Цифры впечатляющие, сами собой заставляющие заказывать рекламу на «Дожде». Однако, если погрузиться чуть глубже, выясняются нюансы. Так, если брать самый важный сегмент для потенциального рекламодателя — телевизионные просмотры, то выясняется, что суточная аудитория «Дождя» в Москве всего 92 тысячи человек, а по всей России — 200 тысяч человек. Причем эти данные за декабрь 2013 года, когда «Дождь» вышел на пик смотрибельности. За предыдущие несколько лет этот показатель, разумеется, существенно меньше.
Что значит для 12-миллионной Москвы синхронная аудитория всего в 92 тысячи, а для 140-миллионной России всего в 200 тысяч зрителей? И то в лучшие годы. Это капля в море. Иными словами, мощный телеканал «Дождь» почти не смотрят, если не считать горстки преданных фанатов. Но как же тогда быть с рекламодателями канала, которые заключают с ним контракты и для которых количество просмотров – самый важный показатель? Можно было бы пофантазировать, что если бы это все были отечественные компании, то таким образом они могли уводить финансовые средства, распиливая собственные бюджеты. Но среди рекламодателей «Дождя» есть большое количество очень серьезных иностранных компаний. Если обратиться к портфолио канала, выяснится, что «Дождь» рекламировал такие известные бренды, как Cadillac, Jaguar, Volvo, Land Rover, Air France, Microsoft, KLM, Intel, Lufthansa. Невозможно представить, что эти западные компании не представляли, какие реальные вещательные возможности имеются у телеканала «Дождь». Также невозможно представить, что они полностью доверяли липовым презентациям «Дождя» и не проводили альтернативного исследования российского телевизионного рынка. Разумеется, проводили и представляли. И, разумеется, понимали, что те контракты, которые заключаются с «Дождем», по стандартным рыночным расценкам – это выброшенные на ветер деньги. Но они это делали. И делали на протяжении не одного, не двух, а 5 лет. Что это было? Внезапное помутнение рассудка? Конечно же нет. Если учесть объявленную Западом России тотальную информационную войну, то это был трезвый и очень верный расчет. После того, как Кремль зачистил медиапространство от откровенно подрывных телересурсов, «Дождь» оказался последним прибежищем для отечественной «пятой колонны» и основным рупором западной пропаганды. А раз существование «Дождя» — это вопрос политический, то для его решения были задействованы различные средства, в том числе и финансовая поддержка через формально легальные, но по факту сомнительные процедуры. Поскольку привлечение зарубежного инвестора могло насторожить контролирующие органы в России, пришлось действовать обходным путем. Через уполномоченные компании средства переводились на счет телеканала за размещение рекламы. Вот лишь один пример. Как известно, в 2013 году телеканал «Дождь» объявил о введении платной подписки, мотивируя это бедственным финансовым положением. И абсолютно случайно, именно в этот период, один из рекламодателей «Дождя», Microsoft, срочно увеличил свои рекламные расходы в России на 498%. В итоге, в 2013 году Microsoft потратил на рекламу $2,6 миллиарда. Примерно $100 миллионов пришлось на Россию, из которых Microsoft со спокойной душой и оплатил свою никому не нужную рекламу на «Дожде», помогая рупору Запада оставаться на плаву. Если покопаться в рекламных бюджетах других западных спонсоров «Дождя», наверняка можно найти много подобных таинственных совпадений. Но если многое пока еще остается тайной, явно одно – чьи именно интересы отстаивает так называемый российский телеканал «Дождь».